Декабрь 1983 года. Камера смертников в Свердловске. Георгий Хабаров смотрел на решетку на окне и не мог собрать мысли в кучу. Все рухнуло за несколько месяцев. Еще летом он был обычным рабочим, пусть и с парочкой штрафов за выпивку в неположенном месте. Теперь он ждал расстрела. За убийство, о котором узнал лишь из обвинительного заключения. «Я не делал этого», — твердил он на каждом допросе. В ответ — ледяное молчание или новые угрозы. Следствие давно поставило точку. Дело о жестоком убийстве молодой женщины в 1982 году было раскрыто, город мог спать спокойно. Вот только настоящий убийца в это самое время спокойно ужинал дома с семьей и планировал новое преступление. Его звали Николай Фифилов. Для всех вокруг идеальный гражданин. Родился и вырос в Свердловске, после школы получил профессию печатника и 3 десятилетия, до самого ареста, проработал в типографии издательства «Уральский рабочий». Женат, 2 дочери-школьницы. Коллеги описывали его как тихого, замкнутого, но безотказного работника. Соседи видели доброго семьянина, который помогал донести сумки. Ни одного конфликта, ни одного намека на темную сторону. За этой безупречной маской жил другой человек. Холодный, расчетливый убийца. Его орудием были веревка и собственные руки. Первую свою жертву, молодую женщину, он задушил в 1982 году. Именно за это убийство и схватили Георгия Хабарова. Пока невиновного человека в камере ломали допросами, Фифилов наблюдал за происходящим со стороны и понял, что система слепа. Его, примерного советского труженика, в принципе не могли заподозрить. Эта безнаказанность дала ему зеленый свет. С 1984 по 1988 год Фифилов убил еще 6 человек. Среди его жертв были молодые женщины и 2 девочки-подростка. Он охотился в парках, на пустырях, в подворотнях. После убийства аккуратно обчищал карманы, а добычу, часы, кольца, рубли, нес домой. Сувенирные фломастеры, взятые у убитой 11-летней Наташи Лапшиной, он подарил своим дочерям. Город погрузился в парализующий страх. Женщины не ходили одни, родители провожали детей в школу даже днем. А милиция работала вслепую. Не было единой базы, не было связей между районами. Каждое новое убийство расследовали с нуля, не видя страшной связи между ними. Система, поставившая галочку в деле Хабарова, упорно не желала признавать свою чудовищную ошибку. Вместо поиска маньяка она создавала новых жертв. За 2 убийства, совершенные Фифиловым, неверно обвинили других мужчин. Одного, Михаила Титова, забили до смерти в камере, не дожидаясь суда. Другому, Ивану Антропову, чудом удалось избежать страшной участи. Его поймали случайно. 25 апреля 1988 года старший лейтенант Евгений Мордвянник, проезжая через Центральный парк, увидел, как мужчина тащит по земле тело женщины. Фифилова задержали с поличным. На первом же допросе он начал давать показания. Спокойно, без эмоций, как будто сдавал отчет о работе. Он рассказал о 7 убийствах. И когда речь зашла о первом, о 1982 годе, он выдал такие детали, которых не знал никто, кроме настоящего преступника и следователей. В кабинете повисла гробовая тишина. Следователи с ужасом осознали, что 5 лет назад они отправили на расстрел невиновного человека. На вопрос, почему он молчал все эти годы, Фифилов лишь пожал плечами. А зачем? Меня же не искали. Цена, которую заплатили все. Приговор для Фифилова был предрешен. Но до суда он не дожил, был убит в камере. Это не стало возмездием. Это была еще одна точка в цепи беззакония. Настоящая цена ошибки оказалась невыносимой. Георгий Хабаров расстрелян. Его мать умерла от горя, не вынеся позора, так и не дождавшись правды. Михаил Титов забит в камере, оклеветан. 7 семей жертв Фифилова, чьи жизни были сломаны. Жена и дочери самого маньяка, навсегда отмеченные чудовищным открытием.
Им пришлось сменить фамилию и бежать от всеобщего презрения. Следствие по делу Хабарова было пересмотрено. Его посмертно реабилитировали. Его сестра годы спустя поставила на могиле новый памятник с надписью «Невиновен. Прости нас». Эта история не детектив о поимке маньяка. Это суровый урок о том, как система, нацеленная на показатели и быстрый результат, теряет человеческое лицо. Как желание поскорее закрыть дело и отчитаться оказывается страшнее, чем убийца в овечьей шкуре. Ведь самое страшное зло иногда совершается не в темном переулке, а в кабинете следователя, который решает, что виновный уже найден и можно не искать дальше.